Всем привет! У нас идет вторая неделя четвертого сезона континентальных боссов. В данном видео рассмотрим босса Финью. Она тут у нас будет не одна, она будет в паре с Теодемиром. Модификаторы урона на данном боссе. Первый. Если у нас герои все одной фракции, то бишь, допустим, все герои именно молнии, то урон будет увеличен на 30% и получаемый на 30% меньше. И также босс получает на 100% больше урона от просвещенности и на 50% меньше от критического урона. Бить мы его будем через команду удара молнии. Ирмуш тут вообще не обязательно. У меня он стоит просто потому, что у меня не хватило талантов. Я вообще не рассчитывал бить этого босса на этой неделе. И у меня нету камней. Но Ирмуш заменяется Натаниэлем, причем с Натаниэлем даже лучше. По выживаемости, допустим, у нас связь стихии еще молнии не вкачана на деф. И с Натаниэлем живут лучше. Плюс у нас с Ирмушем, получается, щиты кидаются через цикл. И данный мифик срабатывает, получается, через каждый ульт. То в случае с Натаниэлем у нас щиты висят постоянно. Также есть чистка, которая нам тоже будет нужна. И подхил с боевого. Поэтому Ирмуш тут особо как бы и не играет. Просто безысходность, и пришлось его ставить. Рассмотрим пока что команду с моим вариантом, и потом уже покажу, как правильно через Натаниэля все делать. Расстановка тоже играет важную роль. Ставим в первый ряд вот этих вот героев, чтобы Финия с ульты била именно по ним и не накладывала штраф атаки ни на Арору, ни на Перкунта. Также еще один минус Ирмуша, он туда-сюда прыгает, что здесь мешает нам сделать правильную расстановку, потому что иногда по Ароре тоже прилетает. Натаниэль же будет просто вот стоять примерно здесь за спиной и кидать еще и чистку, ну плюс подхил. Тайминги мы используем вот такие. Когда мы будем ставить Натаниэля, тайминги останутся такими же. То есть представим, что у нас здесь не Ирмуш, а Натаниэль. Все, также ставим 13,5. Единственная разница, сейчас тоже объясню. У меня здесь в разломе, ну я так в принципе ее и оставил, Тамара. Вот. Разница у нас еще будет какая. Мы вот эту шмотку, точнее артефакт, перекидываем на Арору и собираем ее в мифике. Натаниэль же будет у нас уже в этом сете, будет также бафать атаку всем, ну, точнее, у кого максимально. В нашем случае это должен будет быть Перкунта. И даем ему артефакт, жилетку, чтобы щиты были мощнее. Все, в этом, в принципе, вся разница. Тайминги, все остальные шмотки, в принципе, все то же самое. Если будут плохо жить, можно сет на залив перекинуть на Шайна Чтана, а сет танка перекинуть на Тамар. И тем самым повысим выживаемость. По экипировке Перкунты у нас с этими талантами. Что касается мифических шмоток, тут просто масса вариантов. Можете поставить, допустим, все зависит от характеристик, просто у меня так лучше получается. На увеличение просвещенности новый мифик хорошо заходит. Также, так как мы вешаем электрошок данным талантом, подойдет еще мифик на стак атаки от дебафов. Вот, так что вариантов масса. Если вы шмотку такую не брали с собой, то ничего страшного. Можете, в принципе, ставить ту. Можете вообще поставить и на стак атаки от дебафов, и на усиление просвещенности. По верхам тоже, если данной шмотки нет, то ставим просто на увеличение атаки. Любую, которая у вас там с хорошими статами, можете от союзника, который атаку берет, либо от количества наших союзных бойцов. Там уже смотрите сами, где у вас статы лучше и с какой шмоткой будет урона больше. Арора у меня такая, как я вам уже сказал, если у вас будет Натаниэль, то смело скидываем ему этот сет и даем ей сет из мифических шмоток. Также вот эта перчатка ей обязательно, потому что после нее у нас ультуют перкунты. Ну и соответственно, как я сказал, в случае с Натаниэлем сюда ставим рога оленя. Тамара у меня вот такая. Талант здесь, в
принципе, он тут не нужен. Нам главное убрать талант, который режет абсолютный навык. Все, мы здесь не должны сбивать цикл, поэтому вот как-то так делаем. Ирмуш у меня вот такой. У меня, если опять-таки у вас также возникли проблемы с талантами, да, и вы не можете Натаниэля качать, Ирмуш убираем всю точность, чтобы он с пассивки не резал абсолютный навык боссу. И даем просто кучу защиты. Все. Больше от него тут особо-то ничего не требуется. И Шайнечтан. Я собрал ему 466 сапры. И при этом все равно Теодемер режет нам ульту, поэтому очень много рандома здесь. Первый рандом это повесит ли штраф к защите наша Тамара. И плюс здесь с сопротивлением очень часто срабатывают на нас. Вот сколько ни дай, все равно мало. Потому что 3% шанс всегда есть. Также таланта у меня нету даже, чтобы вкачать ДДшников. Но в случае с Аророй, допустим, я и вкачал талант, и прирост был на 50 миллионов. Соответственно, в случае с Шайночнаном будет примерно так же, потому что тут я добавлю цепь молний, и тут на срабатывание цепи молний тоже. Два очень важных таланта. Все, что я сейчас взял, это касается только самого Шайночтана. Вот эти два таланта, которые будут здесь взяты, они уже будут касаться самого Перкунта. Потому что тут плюс отскок, и тут на цепь молнии. То есть конкретно этими талантами мы повышаем уже урон основной. Так, по героям вроде все рассмотрели. Сейчас покажу пачку с Натаниэлем. Вот такой у них обвес получается. Ну, в принципе, как я уже и рассказал, что нам нужно делать. Вот такая у нас команда выходит. Тайминги тоже, как я уже говорил, у нас остаются прежними, ничего не меняем. Все вот так вот. Сколько набивает команда, я показал в начале видео, в принципе. Ну и сейчас еще раз покажем. Урон неплохой. Вот, как я уже сказал, с Натаниэлем даже лучше выходит. На этом, в принципе, все. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.